Сознание возвращалось медленно, как после долгого погружения в ледяную воду. Не вспышкой, а медленным подъемом боли, тяжести, онемения. Первое ощущение — пронизывающий холод. Не тот, что морозный, а сырой, болотный, с липким дыханием гниющей хвои и затхлой влаги, всасывающейся в кости и мышцы, как будто сам воздух стремился проникнуть внутрь и растворить волю. Затем пришла боль. Тупая, пульсирующая, заполняющая голову, плечи, поясницу, расползающаяся из туго перетянутых запястий, лишенных крови и чувствительности. Он не мог сразу понять, где находится и что с ним происходит. Тело не слушалось, глаза были словно зашиты, веки опухли от укусов, губы пересохли и потрескались. Он попытался пошевелиться, но каждый импульс отдавался глухим, вязким страданием, как если бы движения происходили не внутри него, а где-то в другом, мучающемся существе. Постепенно он осознал, что связан. Руки вывернуты за спину, ноги плотно сжаты, а во рту засунута тряпка, привязанная к затылку куском ткани, грубая, вонючая, впитавшая слюну и кровь. Вокруг стояла тайга, сумрачная, пропахшая прелью и сырой землей, в которой глохли все привычные звуки. Ни стрекота, ни пение птиц, только мерное копание с ветвей и далекое, тяжелое дыхание леса. Он медленно понял, что брошен в глубокой глуши, куда не ведут тропы, где даже охотники не ставят ловушки, где не ходят лесничие. Его привезли сюда и оставили умирать как ненужный предмет, как обузу. Трое, которых он застал на берегу озера с тушами убитых медведицы и ее детеныша, не стали спорить, не стали выяснять. Один удар прикладом по голове, несколько команд, резкая боль в затылке и тьма. Он был наивен, думая, что они просто сдадутся или бросят все и уйдут. В ответ получил смерть. Не прямую, не быструю, а отложенную, тихую, как это бывает в лесу. Сначала тебя грызут насекомые, потом приходит жара, потом обезвоживание, затем ночь и дикие звери. Он не знал, сколько прошло времени. День, два, возможно, больше. Все слилось в вязкую череду света и тьмы, жара и озноба, бреда и коротких вспышек боли. Он перестал пытаться бороться и в какой-то момент даже подумал, что именно так заканчивается все — в одиночестве, в тишине, без слов, без прощаний. Тогда, лежа лицом к земле, он вспомнил один из первых месяцев своей службы в заповеднике, когда все еще было новым. Маршруты, карта, запах дерева в сторожке, утренний обход, сырой воздух после ночного дождя. Это был тот год, когда он впервые увидел капкан, сработавший на то, на что его не предназначали. Грубая проволока, заржавевшая сталь, следы крови и маленькое перепуганное существо с рыжей шерстью и блестящими от боли глазами. Медвежонок попал в петлю, а рядом лежала мертвая медведица, убитая, скорее всего, из арбалета. Тихо, без звука, без шанса на защиту. Он не раздумывал. Достал нож, перерезал петлю, завернул малыша в плащ-палатку, принес в домик и 3 недели выхаживал, как ребенка. Кормил из бутылки, убирал за ним, чистил шерсть от клещей, лечил лапу. Назвал его Ржавиком из-за рыжего пятна на загривке. Потом, когда тот начал крепнуть и стоять на лапах, просто открыл дверь и отпустил. Не ожидал, что зверь обернется или задержится. Медведи не возвращаются. Теперь, среди тумана бреда и боли, в пахнущей мхом тишине, он почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, что рядом кто-то есть. Сначала это было похоже на предсмертную галлюцинацию. Мягкий шаг, тяжелое дыхание, запах зверя, землистый, густой, с примесью влажной шерсти. Потом открылись глаза, и в мутном полумраке он увидел тень. Большую, мощную, с широкой спиной и знакомой рыжиной на загривке. Медведь. Он не рычал, не подходил вплотную,
только смотрел. В его глазах не было агрессии, не было страха. Он наклонился, обнюхал веревки, осторожно коснулся лапой узлов и начал грызть. Сначала Артем не поверил, думал, что просто теряет рассудок, но затем почувствовал, как ослабевает натяжение. Каждое движение зверя точное, осторожное, не резкое. В какой-то момент веревка на руках ослабла. Он смог вытянуть кисти вперед, хотя пальцы не слушались. Затем сам стянул тряпку изо рта, с усилием развязал ноги. Он не мог встать. Все тело было свинцом, ноги не держали, дыхание сбивалось. Но он был жив. Он был свободен. Медведь отошел всего на несколько шагов, затем обернулся и сел на задние лапы, будто выжидая, давая ему время. Он не торопил, просто смотрел, тихо, терпеливо, как смотрят те, кто уже знает, что за тобой придут, но все равно остаются рядом. Артем, чувствуя, как наливается болью каждый сустав, с трудом подался вперед, сперва ползя, вжимаясь ладонями в мох, потом опираясь на деревья и корни. Земля под ним ходила ходуном, мир вокруг то затягивался туманом, то обретал пугающую четкость, где каждая иголка, каждый звук были слишком настоящими. Он не мог идти прямо, ноги отказывались слушаться, то сгибались, то подворачивались, тело было ватным, но он не останавливался. Медведь снова поднялся, прошел немного вперед, потом снова остановился, проверяя, следует ли человек. И так продолжалось шаг за шагом, в медленном, почти ритуальном движении. Зверь шел первым, не спеша, как будто знал дорогу не только физически, но и интуитивно, как будто помнил, где безопасно, где тропа выведет к жизни, а не к гибели. Дорога, по которой они шли, была почти неразличима. Заросшие корни, свисающие ветки, старые завалы деревьев, исписанные мхом. Несколько раз Артем оступался, падал, бился плечом о стволы, но вставал снова. Его тошнило, в голове стучало от обезвоживания, губы кровоточили, но все это отступало перед единственным чувством — нельзя останавливаться. Не здесь, не сейчас. Когда они, наконец, добрались до ручья, он буквально рухнул к воде. Руки дрожали, колени дрожали, горло сжималось от жажды, и все, что он мог, это зачерпывать ледяную воду ладонями, проливая половину мимо, захлебываясь, снова глотая, ощущая, как по телу расходится холодное спасение. Он пил, будто сам стал частью этого ручья, будто его тело больше не человек, а пересохший сосуд, который надо наполнить до краев. Рядом медведь стоял неподвижно, молча, как часовой. Он ждал, не отворачивался, не уходил в лес, как сделал бы любой дикий зверь. Он ждал, пока человек снова сможет встать на ноги. Когда силы чуть вернулись, медведь пошел дальше, и Артем пошел следом. Теперь он уже не полз. Он шел, медленно, с остановками, держась за ветки, чувствуя, как будто кто-то не рядом, а внутри, дает ему движение, вытаскивает из последнего запаса выносливости. Он не знал, сколько прошло времени. Может, час, может, 2. Все смешалось. Шаги, гул крови в ушах, гнус, ветер, запах зверя, пота, гари, хвои. И вот, почти неожиданно, впереди открылся просвет. Тропа выводила на старую, едва различимую лесную дорогу, широкой полосой уходящую вдаль, в сторону, где по памяти была заброшенная база связи. Это была граница. Не между лесом и селом, не между тайгой и цивилизацией, а между смертью и спасением. Здесь заканчивалась территория дикого, древнего, жестокого, но справедливого закона леса. И здесь медведь остановился. Он не подходил ближе. Стоял в нескольких шагах, развернувшись к человеку, глядя в упор. Это был не взгляд зверя. Это был взгляд существа,
которое помнит. Артем поднял глаза, и в тот самый момент, когда их взгляды встретились, он понял. Медведь узнал его. Не в ту минуту, когда обнюхивал, не когда грыз веревки. Он узнал его раньше, как только увидел. Узнал того, кто однажды вытащил его из капкана, дал ему шанс выжить, отпустил. И пришел отдать долг. Не как человек, не как брат или друг, но как лес, как сама природа, которая не забывает. Артем не сказал ни слова. Он не мог. В горле стоял ком. Он просто стоял, глядя в глаза зверю, в которых не было ни дикости, ни ярости, только память и признание. Потом медведь опустил голову, развернулся и ушел в чащу, не оборачиваясь, не торопясь. Так, как уходят те, кто выполнил свое. Он не помнил, как дошел. Как нашел сторожку, как его подобрали, как потом оказался в машине, а потом в больничной палате. Все, что осталось в памяти, — это взгляд. Один единственный, но достаточный, чтобы понять, это не миф, не наваждение, не галлюцинация. Это был ответ. Это была справедливость. Он не стал ничего объяснять. Следователи слушали, кивали, записывали, но не верили. Врачи говорили о тепловом ударе, о галлюцинациях, об обезвоживании, о мозге, который рисует образы из памяти, чтобы спасти психику от краха. Он не спорил, он молчал, просто вернулся в заповедник. Теперь каждый год, когда в лесу выпадает снег, он выходит на границу. Не для того, чтобы позвать или ждать, просто чтобы постоять. Иногда он замечает следы. Широкие, глубокие, медвежьи, уходящие в глубину леса. Он не ищет взгляда, не зовет. Он просто знает. Тот, кого он спас, не забыл. Тайга помнит. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.